Всем алоха, это не местные из Таиланда. И сегодня мы с вами отправимся на пляжи острова Пхукет и объездим аж целых 7 райских мест. Это будет только первая часть из 2. В этом выпуске будет много моря и много солнца, поэтому поставьте лайк прямо сейчас. Начинаем. Там, короче, синяя медуза. Выходим отсюда. Она прям мне по ноге задела. Нельзя быть дикарем, идиотом. Вода какая-то зеленая, как будто цветет вода, да, вот в речке. Не лезьте в воду, если стоит красный флаг. Ну, подальше, я думаю, будет прозрачно, а тут... Здесь можно отдыхать целый день, пообедать здесь, позавтракать, поужинать, загорать. Шикарная, шикарная вода. А ты снимаешь? Начнем мы с одного из самых северных пляжей. Он находится почти около аэропорта. Здесь 2 пляжа на самом деле: Май Хао и Най Янг. Най Хао — это в той стороне, ближе к северу, а Най Янг вон там. И мы сейчас подойдем к месту, где взлетают самолеты. Это очень уникальный пляж. Да, популярен этот пляж, к удивлению, да, в Таиланде морем. Не песком, не береговой линией, а как раз таки тем, что здесь можно потрогать брюхо самолета. Ну, нет, это я уж так, конечно. Потрогать брюхо нам, наверное, не удастся, но увидеть очень близко самолеты, которые идут на посадку с моря и также взлетают. Я уже хочу это увидеть, хочу это потрогать, поэтому пошли. Вот оно, то самое место, аэропорт сзади нас, где взлетают и садятся самолеты. Вот слышите, наверное, звук. Очень много самолетов, через каждые 5-7 минут взлетают. Вот смотрите, много людей здесь стоят. Надпись Danger. Здесь даже надписи есть, что специально место, где сильные потоки воздуха от взлетающих самолетов. Ну какой гул стоит, когда им двигатели включают. Кайф. Тебе Очень нравится? люблю. Я обожаю самолеты. Я прям иногда даже всегда, вернее, чуть-чуть завидую тем, кто самолет тоже летает. Вот, сейчас мы посмотрим, как садится самолет. А где он? Где ты его видишь? Ну классно, место прям. И вот сейчас очень большой самолет разворачивается. Как включится сейчас двигатель. Когда самолет взлетает, да, очень сильный ветер. Люди вот так расходятся, вот так, они все здесь, и вот такие. Ну мы стоим, говорим, ну держимся. Сейчас давай посмотрим. Осторожно, зайти об бревно. Стоит прямо перед нами. Самолет проводили, самолет встретили. Что еще? На этот пляж, я думаю, вы сделали все. А на самом деле здесь еще купаться можно. Вот, смотрите. Вон туда купаются. Но, скорее всего, больше уж встречи самолетов. Вот так. Мы уже на следующем пляже, чуть южнее от аэропортовского пляжа, там, где самолеты летают. Другой такой довольно известный пляж, Найтан-Бич называется. Вот здесь вот дорога, и прямо около дороги море. Здесь можно купить, ну мы с задней стороны показываем разные фрукты, фреши, смузи. Время 8:30 всего, утро, но вот только начинают работать. Вообще здесь, я так понимаю, жизнь кипит, можно много чего купить. Да, здесь можно... На лодке, снорклинг, закат, рыбалка. Кстати, на русском, да, обратите внимание? На русском, скорее всего, и гиды тоже русскоязычные. Конечно, тут есть, безусловно, русскоязычные. А 1500 бат это стоит. И здесь вообще как бы ориентир такой, это, как мы уже говорили ранее, на русских в том числе, поэтому проблем вообще не возникнет с этим. Если вы хотите на экскурсию с русским гидом, я думаю, вы без проблем найдете. Ну вот здесь какие-то хвойные деревья с иголочками, поэтому песок здесь такой немножко смешанный. А дальше мы смотрим, вот люди уже есть, купаются.
протяженность, вот смотрите, она вот оттуда идет, этого пляжа. И вот здесь, ну не такой большой, но вот смотрите, здесь деревья, и с утра, даже я сказал, часов до 11 будет тень. Можно прямо здесь. Там лежит тоже актер такой. Ну, вот нас встречают. Привет. Абсолютно не проявляет никакого интереса. Пройдем, я думаю, чуть подальше сюда, там еще и солнце. Потому что я умудряюсь мерзнуть даже в Таиланде, и вот когда нет солнца, холодно. Пройдемся, посмотрим и посмотрим, какая вода. Нет. Что мы заметили на этом пляже? Береговая линия, да, огромная. Но почему-то здесь мы не видим шезлонгов. Может быть, пока их нет, не знаю. Но шезлонгов нет. Людей это не останавливает, все приходят, кладут вот так, как мы, вещи. Кто-то приходит с полотенцем своим и, собственно, здесь лежит, отдыхает. Ну а теперь давайте посмотрим, какая здесь вода. Надо сказать, что сейчас еще отлив. При отливе чуть-чуть бывает грязнее вода. Да? Ну, чуть-чуть. Как будто бы. Ну, мы видим, что прозрачная вода, хорошая вода. Немножко зеленоватая вода. Вода зеленоватая, но в целом вода такая прохладная, когда только заходишь. Но сейчас самое утро, и по мере того, как будет солнце поглощать весь этот пляж, вода будет казаться потрясающе освежающей. Но здесь развита инфраструктура, здесь очень много кафе, здесь можно купить фрукты, смузи, что-то поесть, посерфить, покататься на саббордах. Но он не такой оживленный пока. Сейчас Пока. может быть утро еще. Да. Но я Но думаю, что... береговая линия большая, поэтому можно при желании почувствовать себя даже уединенно, мне кажется. Ну, я много где уже на каких пляжах был, и поставлю этому пляжу 6 баллов из 10. Да не, ну 6 нет. Ну, какой-то скучноватый, и вода почему-то не такая, какая должна быть. Она Ну это не, мне кажется, просто сегодня от волн, от течения зависит. зеленоватая какая-то. Ну, может быть, сегодня такая, да. Ну а мы отправляемся дальше. Ну, купаться можно, то есть места много свободного, и пляж, и песок чистый. Идите на Купать следующий аккуратнее, когда отлив, потому что течения могут унести в океан. пляж. Да, кстати. Вот, вы, пожалуйста, не пренебрегайте правилами. Если красный флаг и нельзя купаться, значит нельзя купаться. Вот в этой ситуации, когда нельзя быть дикарем и идиотом, то есть надо придерживаться правил. Правила созданы не для того, чтобы их нарушать, а для того, чтобы вы сохранили там жизнь, здоровье свое. Поэтому обращайте на это, пожалуйста, внимание. Не лезьте в воду, если стоит красный флаг, потому что это может быть связано не с тем, что, например, спасатель на обеде, хотя это тоже плохо, а с тем, что могут быть сильные обратные течения. Либо, например, медузы в море. Такой тоже бывает часто, да? Красный Я флаг еще не от медуз замечала. вряд ли повесить. Нет, если какие-то прям опасные. Ну, то есть обращайте внимание на флаги. Всегда есть флаг купаться здесь, либо желтый флаг в слабом ветре. Вот. А еще здесь классно, наверное, бегать. Смотрите. Да, пляж. Такой прям песок ровный, хороший. И ну, километр, наверное, есть. Да, можно Да, побегать. километр есть. Поэтому вот, можно бегать. А мы едем на следующий пляж. Мы приехали на следующий пляж. Вы можете подумать, что это вовсе не похоже на территорию с пляжем, и где он. Но вы можете заметить вон там среди листвы синеву моря. Сейчас туда мы с вами и пойдем. Вот здесь вход на Банана-Бич, на наш пляж, куда мы пришли. По такой дорожке нужно пройти метров 50, и мы окажемся уже у пляжа. Ступеньки есть, поэтому без проблем дойти можно. Оп, чуть-чуть не упал. Тут даже вот есть канат, с которым можно держаться, чтобы не свалиться. Во, открывается вид. Идем поближе. Вот он, Банана-Бич, пляж. Я считаю, один из самых красивейших на Пхукете. Он небольшой, вот там начинается.
и заканчивается вот этими камешками, где можно поснорклить. Ну, там люди купаются, и прямо около берега видно рыбок. Вот здесь такие шикарные пальмы, да, тенек до обеда. Не обжигает ничего. И вода. Цвет классный. И в целом здесь всегда чистая вода. Что Да, скажешь? Константин здесь любит наблюдать за рыбами, Угу. что уже говорит о том, что они здесь есть, вода здесь чистая. Да, иногда к берегу, когда есть волны, поднимается песок, но здесь он, кстати, покрупнее, поэтому вода чаще всего даже при волнах она чистая. Смотрите, какой он. Он крупный. Он здесь, крупный, да, вот такой вот. Не мелкий, а крупненький. да. Здесь есть одно всего кафе, вот мы видим сзади. Вон там лодочка стоит, смотрите, на которой можно доехать, наверное, до ближайшего городского большого пляжа. Все-таки этот пляж как дикий такой. Но спасатели тут есть, так что можно купаться спокойно. Идем трогать воду. Это мы идем. Здесь тоже мы. Все видно, вот ноги. Хотя я уже почти по пояс. И прям очень классная она. Все, там ноги видно. Ну, сегодня еще и солнце. Вода тепленькая. Все-таки, Ну, конечно. когда входишь, только прохладно. А так шикарная вода. Там уже глубоко. Ну, мне нравится здесь, да. Ну, здесь все видно, смотри, ноги. Все, я уже вот стою, и ноги видны, и прям классно. Но такая вода бывает не всегда. Бывает, что даже вот здесь, на этом пляже, она Поднимается немножко песок. поднимается песок, да, из каких-то течений, что ли, подводных. Хотя ветра не бывает. Ну, не знаю, что такое происходит. Но временами она прям шикарная. А еще бывает такое время, когда по телу чувствуются какие-то укусы, как крапива. Это планктон. Иногда планктон заплывает. Вот сегодня его нет, но иногда бывает неприятно. Купаешься, и тебя покусывает. Ну, не сильно там даже. Рассчитывает так не ставить. Никакого раздражения нет абсолютно. Иногда бывают медузы. Вот сегодня медуз не видно. Сегодня вообще, вот смотрите, как аквариум. Ну и, Константин не взял свои очки для аквариума. ну и в целом пляж такой, он несколько раз здесь был, и всегда здесь хорошая вода практически. Людей здесь становится с каждым часом все больше. Сейчас вот раннее утро, и люди уже здесь есть. Несмотря на то, что здесь, ну вот виллы мы видим, там можем увидеть. Ну то есть, Да, вон там, вот, видите, домик стоит шикарный, оттуда вид прям классный, наверное. Высыпаетесь. здесь нет прямого доступа откуда-то, да, например, с какого-то отеля и прочее. То есть вот вы видели, куда мы приехали, сюда нужно еще добраться. Но, несмотря на это, этот пляж также популярен у туристов. Очень много людей в масках, потому что здесь рыбки. Вот покажи людей. В масках в аквалангических, она имеет в виду. Да. Да, ну в обычных даже очках плавательных тоже очень шикарно. Можно нырять, рассматривать подводный мир. Если у вас есть какой-нибудь чехол для телефона или для GoPro, супер. А если даже нет, купите здесь, он стоит недорого и продается вообще на каждом шагу. А еще иногда бывает, стоишь, и рыба проплывает прям на голову между ногами. Да, вот далеко заходить не нужно, рыбки прямо здесь плавают. Так что я бы вот рекомендовал, я поставил даже 9 из 10 этому пляжу, потому что он маленький, он такой уютный, ну супер. Вот сколько зелени, вот сами краски. Нависающие пальмы, это прям... Пальмы, да. Шикарно, в общем, шикарно. А мы увидели медузу, посмотрите. Ой, она такая маленькая, но похожа на португальский кораблик, Серьезно? которая на поверхности. Ну, она на поверхности? Ну, нет, не похожа, она кругленькая. А у того, о, смотри, какие огромные эти, у нее щупальца. Ты видишь? Да, это кажется, что она маленькая, на самом деле не Да, глубоко да. ходят они. Всё, идем на следующий пляж. Мы вот уже поднимаемся на лестницу, но вот здесь рядом покажем вам, что есть. Что есть, Прямо здесь что на можно пляже, купить. не уходя никуда далеко, можно прийти и пообедать, позавтракать. Купить что-то необходимое, например, к пляжу, на пляж. Мгм. Кстати, вот они чехлы, те самые, о которых мы говорили, водонепроницаемые чехлы, стоят 180 бат. Мгм. Ну, дорого на самом деле.
Можно что-то купить. Коктейли алкогольные. 120 бат, да. Маргарита, мохито, ну вот. Все вообще сами видите. популярные. Свежие соки, джуз 70 бат стоит. Ну, тут всякое пиво, шейки, кока-кола, фанта, спрайт. Даже кофе, да, есть. Угу. Здесь вы можете поесть, ну и, собственно, все. А мест очень много. Это говорит о том, что здесь все-таки днем в разгар бывает очень много туристов, и всем есть куда расположиться. Ну и вид, конечно, с каким вы будете кушать, он шикарный, посмотрите. Ну да. В общем, суперский пляж. Нам нравится. На этот пляж можно, не знаю, 2 таких лестницы пройти. Оно того стоит определенно. Ты не устала, что ли? Нет, это так. Как вы видите, мы на новом пляже. Это называется Саки. Ну еще пока не на пляже, конечно, еще пока на Да, территория. стоянке, на территории. Сюда есть 2 входа. Первый, он платный. Вот платно идет вот эта дорога, если мы здесь заехали. Он чуть-чуть подальше туда, поворачиваешь налево, 50 метров. Стоит Навигатор приведет именно на платную дорогу. Стоит проезд 60 бат. Ну, стоянка, проезд. или 600 бат, сказал. Нет, 60. 60 бат, да. 60 бат. Но вы прям будете приезжать эту дорогу, чуть-чуть отъехать, и вот здесь такая импровизированная стоянка с кучами мусора, вообще непонятными какими-то сооружениями, но здесь бесплатно. Поэтому сейчас мы остановились здесь. Мы не знаем вообще, ведет ли эта дорога на пляж на самом-то деле. Но если люди оттуда выходят, значит, ведет. Давайте посмотрим. Пойдем посмотрим, да. Очень красивое такое место. Сегодня ветра нет, красивые пальмы и песочек. Мы подошли к воде практически. Вот он такой спокойный пляж. Людей практически нет. Ну, сейчас утро, конечно. Какой-то, да, домик стоит. Как будто он дикий или заброшенный. Но от этого место какое-то такое необычное. Сегодня еще ветра вообще нет, да, и волн нет. Поэтому вода, смотрите, какая. Прям как на речке. Сейчас зайдем в воду. Короче, есть в Таиланде пляжи с скрипучим песком. Они как снег прям скрипит. Здесь, оказывается, такой же. Смотрите, например, на Каране. А здесь, во-первых, он немножко похрустывает, когда наступаешь. И потом... Вот здесь слышно? Чуть-чуть скрипит. Есть кафе с зонтиками. Там кафе, да, вот вдалеке вот есть там. Здесь можно покататься на саббордах. Угу. Сабы это, вон они стоят. Ну, а так, наверное, там дальше все-таки пляж, береговая линия очень длинная. Я думаю, что дальше можно, наверное, и лежаки арендовать. И есть еще кафе. Но вот так в целом прийти, позагорать здесь, даже просто прогулка. Или побегать, смотри, как Побегать, здорово можно. прогулка вдоль пляжа. Ну, сейчас еще отлив. Вот если прилив будет, он где-то примерно вот здесь вода будет. Да, то есть место в целом для уединенного отдыха просто Да, потрясающе. здесь так тихо, спокойно, но сегодня погода, похоже, такая. Да, вот такой диковато спокойный пляж. Давай Мгм. проверим с переводом. Давай, пошли. И когда заходишь, у тебя какой-то мини-шок просто. Да. А когда уже через минуту все, ты как рыба в воде. Немножко вода какая-то, Мутная. она вроде видно все, Зеленовато. но зеленоватая, да, мутноватая. Да, вода зеленая, Да, вода зеленая. прям сильный зеленый. Причем, если брать 2 пляжа, могут быть 2 пляжа друг от друга в километре. На одном вода какая-то зеленая, как будто цветет вода, да, вот в речке. А на другом пляже прозрачно чистая, может быть, там такая синяя даже отдает голубизной. Следующий пляж будет Бангтао. Большой пляж, недалеко отсюда. Посмотрим, там есть ли волны и какая там вода. До встречи. Мы на пляже Бангтао. Находится в
2 километрах от предыдущего пляжа. Это еще севернее. Ну, там как вы посмотрите. И что скажешь? Что я скажу, на этом пляже хочется быть весь день. Потому что... Смотрите, какая вода прозрачная. Да, вода. Первое, это вода. Второе, это наличие огромного количества шезлонгов, зонтиков. Просто на любой выбор. Пластиковые, деревянные, без матраса, с матрасом, с полотенцем. Просто вот как вам хочется на любой ваш вкус. Вон там, вон там, вон там. Большое количество Смотрите, вон там кафе, всевозможных лавок, где можно купить фрукты. То есть здесь развитая инфраструктура. Здесь можно отдыхать целый день, пообедать здесь, позавтракать, поужинать, загорать. Надоело солнце, идете на лежаки под зонтики. То есть мне этот пляж определенно нравится. Я, конечно, люблю места типа Бананы-Бич. Бананы — это прям вообще для меня один из лучших. Вот. Но это субъективное мнение. Но вот сюда я попала впервые сегодня. И вот этот пляж мне нравится не меньше, откровенно говоря. Тут очень продолжительная береговая линия, и она, да, отличается. Здесь можно позагорать, дальше можно что-то перекусить, потом есть там качели какие-то, там кальянная, в общем, все можно. Здесь можно весь день провести, это супер. Там и для детей есть какая-то развлечение, активность. Ну и вода, смотрите, она по сравнению с предыдущим пляжем, который находится вот там, в 2-3 километрах, здесь гораздо прозрачнее почему-то, да, уже не такая зеленая, а прям вот она. Нет вообще ничего, даже песок не поднимается. Вообще Бангтау — это такой мини-город на Пхукете, ну или район большой, такой довольно большой, заселенный. И да. Вот для этого района такой пляж достойно, очень достойно. Мне очень нравится. Здесь можно, говорить, даже экскурсию можно вот на той лодочке взять, наверное, не видно ее будет, и скататься, например, на острова какие-нибудь. Вон там какие-нибудь острова. Вся активность есть. Здорово. Это уже не дикий пляж, это уже вполне себе общественный. Тут, да, тут людей побольше, вот видите, гуляют уже люди. Но приятно, приятно. И вода, пока никто не кусается. Тебя никто не кусает? Нет. Точно? Точно. Ну-ка, ну-ка. Нет. Я кого там задел? Ты серьезно? Зачем? Да. Ну куда я тебя А вон, смотри, а это синенькая медуза, да, смотри, видишь? Видишь, да? Там, короче, синяя медуза. Выходим отсюда. Она прям мне по ноге задела, но не ожалила. Хорошо. Ужас какой-то. Мне кажется, я за секунду оказалась на костыле. Смотрите, прям вот села и все. Ну а что? Это легкая слишком. Это контент, который вы заслужили. Ну а что делать, если там медуза? Там одна всего медуза была. Я все. Ты вся в песке. В общем, нам здесь нравится, хорошо. Тенька, конечно, мало. Хотя вон там есть тенек. В общем, это универсальный пляж. Для всех он понравится. Супер. Рейтинг, я не знаю, какой ставить, но он прям, ну, для меня 8 или 9 из 10, потому что есть еще кое-какие пляжи. Смотрите дальше. Еще чуть-чуть подальше прошли. И здесь тоже много что интересного. Вот смотрите, например, такие виллы. Здесь красивые такие стоят паруса. Вон там можно снять, арендовать шезлонг. И вот здесь озеро, смотрите, какое красивое, живописное. Скорее всего, с пресной водой. То есть буквально вот здесь море, океан, соленая вода. Hello. Hello. Здесь у нас пресная вода. Красивое озеро. Да. Hello. А сейчас мы уже переместились на новый пляж. Называется он Сурин. Но, как всегда, во время нашего приезда на пляже еще ничего не работает. Деятельность активно еще не начинается. Но
хотя бы вот по всем вот этим вот торговым рядам мы можем понять, что здесь оживленная торговля, можно наверняка поесть, попить фреши, фрукты. Но мы приезжаем всегда очень рано, ну, потому что любим рано вставать. Я думаю, днем здесь все кипит, все продается. Песок на этом пляже уже пушистый, хороший. А там люди Нам не нравится. отдыхают здесь? Здесь сегодня вот отлив сейчас. И мы видим, что чистый песок, никакой грязи нет. Супер. Можно полежать, можно полепить осьминога, да? Да, если у вас есть такие таланты, Из на песка. пляже Пхукета просто вы получите удовольствие. И вылепите, мне кажется, всех персонажей. Ты морской. прикрепишь картинку осьминога, Осьминога, да. если не прикреплю. забудешь. Очень классный идейный яичко. На пригорке, там гора, на пригорке растут пальмы. И там просвечивается все насквозь. Внизу камешки, где можно, наверное, поснорклить. Рыбки там будут видны. А сегодня спокойная вода. О, какая она прозрачная. Пошли посмотрим. Она вообще классная. Смотрите, все видно. Она прям здесь даже прозрачная. Обычно при заходе немножко баламутится вода. А здесь вот уже все видно, уже ноги. Приятная. И не холодная совсем. Смотрите. Ноги видны. Даже зебру видно. Смотри, я зебру увидел. Покажи ногу на камеру. Смотрите. Она просто в своих биркенштоках ездит, а у нее... Не полоски там, Полоски на байке, остаются. да. Там просто если едешь на байке, это сильный ветер, попутный, солнце и результат вот. Ну, уже, наверное, не видно, потому что проходит. Мгм. Ну, в общем, я, как говорит Константин, пакетник. Мгм. Успела обгореть. Я бы поставил 7, наверное, 7 или 8 баллов. Хороший пляж. Приятный. Мы поедем дальше на следующий пляж. Мы Перемещаемся. очень быстро перемещаемся вообще. И в этом выпуске, за который по счету пляж, я сбилась просто со счету. Но видите, мы стараемся для вас, чтобы у вас была полная информация вообще по Пхукету. Потому что я не видела видео, где были бы собраны максимальное количество пляжей. А мы постараемся это сделать для Так вас. что, если вам понравилось, ставьте лайки. Репостите видео, на самом деле оно информативное. Для тех, кто ни разу не был, они получают информацию, ну, супер классно. Да, пишите комментарии, делитесь. Может быть, вы были на тех пляжах, которые мы показывали, свои впечатления. Например, кто-то приехал и ужасно мутная вода. Или еще что-нибудь. В общем, пишите обязательно комментарии. Ну, если кому-то нравится другой пляж, то напишите где, и может быть мы снимем обзор на Да, этот пляж. чтобы мы туда съездили. Едем на следующий пляж. Хоп. А мы уже на следующем пляже, это Камала, или Камала пляж, бич. Такое вот море. Сегодня солнце. Классная погода, как всегда здесь. Побольше он, конечно, да, вот там тоже на горы. Пляж продолжительный, широкий, мы смотрим, ну, отлив, понятно. И вон там заканчивается. Вон там, ну, далеко идет. Классно, он довольно большой. И тень, очень большая тень, сейчас утро, доходит до моря. Чуть попозже все равно тень будет, она где-то вот здесь будет заканчиваться. Ну, супер приятно. Можно, кто хочет позагорать на солнце, кто хочет просто почилить в теньке, здесь сидит, лежит. Людей все больше и больше. И тут инфраструктура, конечно, покруче. Смотрите, встречает доска на дереве. Такой красочный вид. Что у нас еще? Ну и магазинчики, вот вы видите. Можно и перекусить, можно и рестораны, кафе, кокос выпить. Также купить можно все, что вам угодно. И шорты, и какие-то шарфики, и шляпки, купальники. Смотрите, кокосы срубили целую гроздь.
Там тур travel, можно, скорее всего, заказать путешествие куда-нибудь, экскурсию. И тут же массаж. Смотрите, массаж. Классно на берегу. Расценки, например, вот самый простой 300 бат. С кокосовым маслом, с алоэ вера 400 бат стоит. Это часовые массажи. Боди-скраб. Ну, большой выбор, огромный. Вот, туры. Тут же приглашение на значит, это бои, тайские бои в Патонге. О, волны пошли. Надо скорее купаться. Виды здесь, конечно, красивые. И это, наверное, немаловажно. Несмотря на то, что мы приезжаем на пляж ради моря, основное, но все-таки инфраструктура, виды тоже имеют свое значение, особенно здесь, на Пхукете, где просто огромный выбор пляжей, и мы выбираем уже по всем этим критериям. Вот здесь на пляже Камала мы смотрим, какая-то машина стоит, зелененькая такая, внедорожник в воде, и люди вокруг нее фоткаются, и тут же как раз органы правопорядка смотрят. Может, затонуло, а может, просто встали для того, чтобы полюбоваться, пофоткаться. Необычный вид, вода, море и машинка. Нам пытаются ее сдвинуть. Здесь также есть квадроциклы. Есть отдельная зона вот с такими тайскими лодками, посмотрите. Гидроциклы. Я что сказал, квадро? Квадроциклы, да. Ну, Простите, гидро, гидро, да, водные. А ты снимаешь? Да. Ой, какой мягкий песок. Ну, конечно, отлив. Он как будто бы илистый, Да. какой-то. Все-таки вот когда отлив, чувствуется вот это вот пологий такой вход. Но вода нет. Вода очень мутная из-за того, что прям поднимает песок. А он еще, глубина очень маленькая. Глубина там подальше маленькая, просто. да. А мне нравятся такие волны, длинные. Океанские такие. Это вообще муть какая-то, но... странно. Нравится тебе, Константин? Ну, подальше, я думаю, будет прозрачно. А тут отлив еще вот из-за этого. Давайте посмотрим, что дальше. Вот здесь уже, да. Не холодно, кстати, да? Не, вода приятная, хорошая, но почему-то она какая-то здесь более мутная. Да, там была какая-то прозрачная грязная. на прошлом Ну, пляже. спишем это на отлив. Сам пляж суперский. Вот тени от деревьев, я уже сказал. Создают антураж. И нужно... Есть альтернатива, можно под деревом где-то там посидеть, почилить. А есть на пляже только что загорать. Вот этот пляж недалеко от крупного района, почти город как Камала находится. Вот, поэтому он здесь большой, и я думаю, здесь очень много народу, судя по лежакам, и вон там, и здесь. Что вот, я бы поставил, наверное, вот из-за воды, наверное, 7 поставил баллов из 10. Покупаться можно, мы сейчас полоснем. Когда на пляже развита инфраструктура, это куда приятнее. И вот здесь огромное количество лавочек торговых, павильонов. Как Пангтау, да? Как, ну, вообще, да, как популярные пляжи. Поэтому, да, здесь приятно, можно находиться целый день. На диких пляжах целый день, и там ты не будешь находиться. Воду всю выпьешь за 1,5-2 часа, которые есть у тебя в запасе. Захочется поесть. Вот придется уходить оттуда. Здесь можно прям целый день. Да. Нам нравится. Немножко здесь полежим, посидим, поплаваем. Потом поедем дальше. И вас ждут следующие пляжи. Наверное, на этом пляже этот выпуск закончится. Первая часть. Вторая часть. Смотрите дальше. Да, вас ждет вторая часть выпуска с пляжами. И там будут самые популярные пляжи Пхукета. Да, там больше популярных пляжей будет. И они центральные, там и будет и Патонг, и все на свете. Ну и вы узнаете, да, почему они самые популярные. Да. Вау! Поэтому смотрите следующую часть.